Глава 1216. Битва у Дворца звезд. Часть 12. В момент попадания в котел угольно-черный восьмиугольный молот выпустил поток сверкающего синего пламени. Низкая температура испускаемого пламени была совершенно жуткой. Хотя Хань Ли не мог сказать, насколько мощным было это дьявольское пламя, оно вовсе не было обычным. Голубое пламя обвелось вокруг небесного котла и без особых усилий заблокировало его в воздухе. Независимо от того, как яростно горело пламя молота, лазурная нить котла не была затронута им. Хань Ли, игнорируя то, что происходило над ним, перевел свой взгляд на 4 приближающиеся к нему черные полосы. «Дьявольские мудрецы», — пробормотал Хань Ли. С улыбкой на лице он взмахнул рукавом. Внезапно из его рукава послышались раскаты грома, вслед за которыми последовали 4 плотных потока молнии. В одно мгновение они точно попали в 4 черные полосы. Во вспышках ослепительных золотых взрывов черные полоски были мгновенно разрушены. Дьявольские призрака, казалось, встретили свою слабость и испарились, как утренняя роса. Для этого Хань Ли потребовалось весьма символическое усилие. В мгновение лазурный силуэт позади Хань Ли поднял руку и выпустил маленький алый лук в руке, натягивая тетиву. Воздух сотряс оглушительный взрыв. Выпущенные из лука огненные стрелы заполнили собой все небо ослепительно-красным светом. В этот момент покрытый шипами демон в ужасе смотрел на поток огненных стрел, несущийся прямо на него. Издав громкий крик, и его тело засияло багровым светом. Когда шипастый демон завершил подготовку своей обороны, заградительный огонь уже преодолел его барьеры. Поток стрел взорвался при столкновении с барьером, погружая демона в огонь. Взрывы долго сотрясали воздух, демонстрируя свою ужасающую силу. Однако демон внутри своих защитных барьеров оставался совершенно невредимым. Он глубоко вдохнул, взмахнув своими серебряными руками, намереваясь развеять алое пламя, окружавшее его. Внезапно послышались раскаты грома. Демон в своем испуге обнаружил, что вместе с потоком молнии в него летит зеленая стрела. Хотя демон не знал точно, что это была за стрела, он исчезла из виду, пытаясь увернуться от нее. Но демон не заметил, что пока к нему летела стрела в качестве отвлекающего маневра, над появился черный хрустальный нож. Нож абсолютно тихо рухнул вниз и скользнул к его голове. Шипастый демон ничего не заметил. Внезапно лазурный силуэт остановил их атаку, и бесконечный поток огненных стрел прекратился. Озадаченный этим изменением, демон все еще уклонялся от зеленой стрелы, не заметив, как черная полоса молча пробила шею демона, словно удар молнии, а его треугольная голова свалилась с шеи. Для этого странного ножа малинового светового барьера словно не существовало. Это не стало неожиданностью. Нож был изготовлен из эссенции дьявольского кристалла, чрезвычайно редкого материала, конденсированного в течение бесчисленных лет из чистой дьявольской ци. Как мог наскоро сформированный барьер из дьявольской ци заблокировать его, поскольку вторая зарождающаяся душа Хань Ли проживала в человекоподобной марионетке, ей не требовалось никаких инструкций. В одно мгновение кинжал казнил демона, и сама марионетка бросилась к трупу. Она открыл рот, и из него вырвалось облако черного света, окутавшее труп. Затем она вытащила призрак из тела, напоминавший демона. Призрак был настолько тусклым, что казалось, что он может рассеяться в любой момент. Марионетка втянула его в свой рот, а затем призрака проглотила вторая зарождающаяся душа, живущая внутри нее. Чистая дьявольская ци была очень полезной для культивации высшего иньского дьявольского искусства. С поглощенным призраком труп безголового демона с легким ветром растворился в пепле. Затем марионетка вернулась к Хань Ли, встав позади него. Издалека, если бы не разница в их одежде, казалось бы, что рядом стояли два Хань Ли. В данный момент Хань Ли возился со своим веер 3 огней, спокойно глядя на него. Хань Ли равнодушно сказал: «Господин даосист архиепископ 6 путей, я уже видел твою технику 6 высших демонов. Если тебе больше нечем меня впечатлить, то пора заканчивать этот бой». Услышав это, архиепископ 6 путей побледнел. Он явно не мог поверить в произошедшее. Двое из демонов на поздней стадии зарождающейся души, которых он считал своими козырями, с легкостью были уничтожены. Это было невероятно. Кроме того, его противник мог использовать огненный веер, маленький лазурный котел и зеленый деревянный кипригель, каждое из этих сокровищ обладало огромной силой. Не говоря уже о том, что Хань Ли использовал небесный котел, он также владел техникой воплощения, а информации о других сокровищах у архиепископа вообще не было. Но особенно странным было то, что одно его непостижимое воплощение могло убить одного из его демонов. Его сердце ушло в пятки. Как это было возможно? Хань Ли находился на поздней стадии зарождающейся души не более 100 лет.
Как он смог овладеть этими глубокими техниками и приобрести эти великие сокровища в такой короткий промежуток времени? Хотя он никогда не видел культиваторов на стадии божественной трансформации божества, он не сомневался, что текущие способности Хань Ли были близки к таким культиваторам. Когда старый дьявол услышал слова Хань Ли, его спина задрожала, а глаза сузились. Затем он открыл рот и выплюнул шлейф черного тумана. Шлейф быстро расплылся и сразу же накрыл его черным ветром. Ветры испускали пронзительный свист, а затем, дрогнув, отплыли назад, унося с собой старого дьявола. Улетая с огромной скоростью, черный ветер стал постепенно рассеиваться. Спустя несколько секунд за ним следовала цепь остаточных изображений. В одно мгновение ветер странным образом оказался еще дальше. Однако на его первоначальном местоположении все еще был остаток черного ветра. В результате несколько шаров черного ветра смогли телепортироваться прочь. В мгновение ока они переместились на расстояние более 300 метров. Обычный культиватор на поздней стадии зарождающейся души чувствовал бы себя беспомощным против таких странных движений. Конечно, Хань Ли не был обычным культиватором на поздней стадии зарождающейся души. При виде этого на его лице появилось странное выражение: «Значит, ты на самом деле убегаешь. Твое магическое сокровище, похоже, неплохо с этим справляется. Если бы нечто подобное случилось раньше, боюсь, что у меня возникли бы кое-какие проблемы». Но сейчас Хань Ли глубоко вздохнул, с раскатом грома взмахнув своими грозовыми крыльями. На их поверхности появились дуги белой и лазурной молнии. Вскоре после этого они трансформировались в шаровые молнии, вращающиеся на месте. Расправив крылья, он парил в воздухе, слегка отклоняясь в сторону. В данный момент он смотрел вдаль на черное пятно, в виде которого пытался скрыться архиепископ Шести Путей. Он фыркнул и размахнул крыльями один раз. Шаровые молнии соединились, и вокруг него сразу же разразилась буря. С оглушительным грохотом вспыхнула лазурно-белая молния, вобрав в себя всю мощь бури. Покрытые слоем молнии, грозовые крылья несколько раз дико вспорхнули, после чего Хань Ли исчез из своего первоначального местоположения во вспышке лазурно-белой молнии. Через мгновение молния вспыхнула в 100 метрах, а затем снова и снова, каждый раз перемещаясь на 100 метров дальше. Его скорость была намного выше, чем у черных ветров старого дьявола. В несколько мгновений молния догнала черный ветер, пока тот не остался всего в 30 метрах от него. Пока Хань Ли перемещался во вспышках молнии, он прекрасно видел ужас в лице старого дьявола в черном ветре. Взмахнув крыльями очередной раз, раздался еще один раскат грома, и он появился перед черным ветром в лазурно-белой вспышке. Молния поблекла, и Хань Ли заблокировал путь старого дьявола. Черные ветры остановились и быстро сменили направление. В этот момент Хань Ли ухмыльнулся и сделал жест заклинания руками, и внутри ладони вспыхнула молния. Размер молнии достигал нескольких сантиметров и становился все плотнее и гуще. На коже Хань Ли загорелся золотой свет, исчез буквально через мгновение. В мгновение ока он превратился в крупного человека огромной силы и роста. Это была трансформация после использования третьего слоя искусства яркого нефрита. Закончив трансформацию, он поднял руки, призвав фиолетовое пламя, и сложил их вместе, образуя большую саблю фиолетового пламени. Затем крылья на его спине странно дрогнули, и он выстрелил вперед. Когда он ринулся вперед, его тело странным образом деформировалось, и его крылья задрожали с невероятной частотой, заставляя соседний воздух деформироваться от его движений. По пути он исчез во вспышке белого света. Когда старый дьявол увидел это, он понял, что его дела плохи. Видя, что он больше не сможет убежать, он сосредоточил магическую силу в своем теле и заставил черный ветер, окружающий его, увеличиться в размерах. В то же время он щелкнул рукой, высвободив алый щит перед собой. Как только он собирался активировать его, над ним появилась белая линия и тут же исчезла. После этого раздался громкий вопль старого дьявола. Алый щит рухнул на землю вместе с частью его руки, остальная часть его руки была покрыта фиолетовым льдом. Обрубок руки был гладким и ровным, не оставляя ни капли крови. Глава 1217. Битва у Дворца Звезд. Часть 13. Теперь старый дьявол понял, что в его черных ветрах образовалась прореха. Он посмотрел в сторону атаки и без предупреждения отрубил руку. Испугавшись, он поспешно указал оставшейся рукой на алый щит перед собой. Щит взлетел высоко и окутал его завесой алого пламени. Одновременно он высвободил свое духовное чутье вокруг себя, растерянно ища Хань Ли поблизости. В этот момент белая линия снова появилась в 30 метрах от старого дьявола. Сделав круг в воздухе, Хань Ли остановился, раскрыв свой силуэт. Он видел, как Хань Ли осматривал свое тело.
Два крыла за его спиной мягко развивались, а в его руках был фиолетовый световой клинок. Несмотря на то, что трансформация 9 ураганов обладает огромной силой, она слишком тяжела для тела, пробормотал про себя Хань Ли. Даже с третьим слоем искусства, яркого нефрита, мне трудно использовать его даже один раз. Это естественно, Хань Ли услышал небрежный тон мальчика. Эта техника была тем, что основали демонические культиваторы расы птиц. Как человек, ты не можешь по-настоящему использовать эту технику даже с помощью Г-розовых крыльев. После применения этой техники на твое тело будет оказано гораздо большее напряжение, чем на обычного демонического культиватора расы птицы. Искусство яркого нефрита ты можешь использовать всего несколько раз, иначе подобное давление заставит твое тело быстро впасть в состояние коллапса. Если ты планируешь в полной мере использовать эту технику, тебе лучше всего освоить следующий слой искусства яркого нефрита. Вот как? Вздохнул Хань Ли, хотя я использовал его несколько раз, пока культивировал, я не чувствовал напряжения от длительного использования, поскольку находился в таком ограниченном пространстве. Он махнул рукой и рассеял фиолетовый клинок в руке. Затем ребенок усмехнулся и больше ничего не говорил. После появления Хань Ли старый дьявол сразу обнаружил его след. Однако форма бесконечного небесного зверя была недоступна для обнаружения старым дьяволом, и он не мог слышать свои голосовые передачи. Все, что он слышал, это как Хань Ли тихо бормотал себе под нос. Изумление вспыхнуло в его глазах, и он быстро похлопал по сумке для хранения духовных зверей. Внезапно вспыхнул черный свет, вызвав угольно-черного двуглавого питона. Хотя его длина составляла всего 10 метров, голова с 3 рогами и зеленая ци из его рта демонстрировали невероятно ядовитую природу. Затем архиепископ 6 путей открыл рот и выплюнул предмет, завернутый в черный свет. Предмет сделал круг в воздухе, и свет погас, демонстрируя маленький белый флаг. Старый дьявол сделал жест заклинания, и флаг расширился до 3 метров в высоту. При виде этого флага на лице Хань Ли появилось удивление. Древко знамени было сделано из человеческих костей, а на его поверхности бродил черный туман, светившийся светло-серыми талисманными иероглифами, внутри которых мерцали 3 разных черепа. У каждого черепа была оскаленная, зловещая улыбка, демонстрировавшая свои кривые злые острые клыки. От смеха черепов стыла кровь в жилах. Их смех сотряс кровь тех, кто это слышал. Тихо вскрикнув, старый дьявол прижал руку к костяному флагу. 3 черепа дрогнули, выплюнув изо рта черный туман. Они поймали его отрубленную руку, сражаясь друг с другом, и пожрали ее кусочки. Черепа вспыхнули багровым светом и сразу же увеличились в размерах. При этом большая часть ужаса на лице архиепископ 6 путей исчезла, и он угрюмо повернулся и взглянул на Хань Ли. Похоже, старый дьявол пришел в себя. Увидев скорость Хань Ли, он знал, что побег уже не вариант. Он только приблизит свою смерть, если продолжит убегать. Было бы лучше бороться до самого конца, надеясь найти хоть какой-то шанс на победу. В результате он решил использовать последнее сокровище, которое он держал в запасе, то, чего никогда не видели другие. Хань Ли нахмурился при виде этого. Хотя он никогда раньше не видел этого сокровища, флаг был окутан невероятной иньской ци. Он не смел недооценивать его. Хань Ли услышал странный звук. Флаг 3 божественных душ. Не ожидал, что в этом мире кто-то сможет усовершенствовать такой злой предмет. Это действительно невероятно. В мире духов он известен как один из 7 великих злобных артефактов. Конечно, эта поверхностная копия обладает лишь небольшой частью настоящего флага. Процесс его создания является исключительно порочным, требуя много человеческих жертв, убитых крайне жестокой смертью. Хотя он не особенно силен, для его создания требуется множество смертей культиваторов, усмехнулся ребенок. Хотя он высоко отзывался о флаге, даже в его голосе был намек на страх. Вот как? Усмехнулся Хань Ли. Неудивительно, что он величайший культиватор дьявольского да в море рассеянных звезд. Вот почему он решил не убегать. Поскольку у него злой артефакт с такой репутацией, я смогу также проверить свою силу. Затем Хань Ли потянулся к поясу и, взмахнув рукой, подбросил черную бутылку. Бутылка закружилась в воздухе, и ее крышка открылась сама по себе. Внезапно изнутри вырвалась серая иньская ци, выпустив 5 белых силуэтов, неспешно плавающих в воздухе. Это были нерушимые чевкающие демоны. Как только появились 5 дьяволов, Хань Ли сделал жест заклинания. Внезапно 5 скелетов превратились в призрачные головы размером с колесо. Заскрежетав зубами, они набросились прямо на флаг. Несокрушимые чевкающие демоны. Как и ожидалось от его репутации величайшего дьявольского культиватора моря рассеянных звезд, архиепископ 6 путей сразу же узнал 5 демонов и невольно произнес их имя.
Поскольку старый демон не знал, что Хань Ли приобрел чевкающих демонов, а не создал их лично, он полагал, что Хань Ли был таким же культиватором, как и он сам. Он сразу почувствовал, как его сердце ушло в пятки. С этим человеком и так было трудно иметь дело. Если бы Хань Ли также был опытным в техниках дьявольского да, его действительно ждало большое бедствие. Поскольку чевкающие демоны неслись к нему, у него не было другого выбора, кроме как поместить флаг перед собой. Костяной флаг дрогнул. Черепа на флаге угрожающе захрипели, а затем разинули пасть и выблевали смолистую инскую ци. Продолжая атаковать, чевкающие демоны открыли рты, извергнув зеленое инское пламя. Какое-то время пламя черной ци и зеленой скручивались между собой, и было неясно, какое сильнее. В следующий момент щека старого дьявола дернулась. В противостоянии инское пламя чевкающих демонов оттолкнуло черную ци подавляющей силой. Архиепископ шести путей выругался про себя. Насколько он знал, у чевкающих демонов были те же способности, что у культиваторов на поздней стадии формирования ядра, но призрачные головы перед его глазами демонстрировали силу, намного превосходящую эту. Они подавили 3 дьявольских черепа на ранней стадии зарождающейся души, встроенных в его флаг. Но также стоит упомянуть, что сила магического сокровища сильно зависела от магической силы и контроля владельца. Старый дьявол стиснул зубы и одной рукой сделал жест заклинания, открыл рот и выплюнуть туман кровавой эссенции. Костяной флаг загудел, поглотив туман в одно мгновение. Его талисманные иероглифы стали вздыматься с большей силой, и вокруг него стало появляться бесчисленное количество черепов размером с кулак. Эти призраки одновременно раскрыли свои пасти, выплюнув бесчисленные потоки черной ци, которые, собравшись вместе, приняли форму черного водяного дракона. Дракон сделал круг в воздухе, а затем набросился на 5 голов призрака. 2 черных демонов слегка дрогнули, превратившись из своих призрачных голов в скелеты. Они хлопнули в ладоши и вызвали пару метровых сабель к себе в руки. Без капли страха они готовились встретиться с драконом в битве. Из-за того, что 2 призрачные головы трансформировались в скелеты и перестали испускать инский огонь, оставшееся пламя 3 демонов значительно ослабело, стабилизировав противостояние с черной ци флага. Противостояние черного ци и инского пламени зашло в тупик. Старый дьявол почувствовал облегчение, но когда он снова посмотрел на Хань Ли, его сердце дрогнуло. Хань Ли смотрел на сражение, сложив руки за спиной, с загадочной улыбкой на лице. Именно в этот момент он внезапно почувствовал что-то неладное, и он снова посмотрел на битву. Растерявшись, его сердце ушло в пятки. Внезапно над его головой появилось чувство крайней опасности. Странный двуглавый питон, крутившийся над его головой, вскрикнул, привлекая внимание старого дьявола. Он повернул голову и увидел лазурный силуэт, плавающий в 10 метрах позади него. Черный кристаллический нож пронзил черный ветер, окружавший его, и медленно пробирался к его алому световому барьеру. Если бы он не повернулся, то его тело бы лишилось головы. Лицо архиепископа шести путей было испачкано кровью. Когда вторая зарождающаяся душа внутри марионетки увидела, что его засаду раскрыли, он вдруг сделал жест заклинания. Со звуком разрывающегося пространства нож двинулся вперед. Тело марионетки вспыхнуло серебристым светом, и она исчезла без следа. Тем временем Хань Ли, наконец, начал действовать, стоя вдалеке, сложив руки за спиной. С холодным блеском в глазах он поднял руку, и перед во вспышке зеленого света появился кипригель 8 духов. Он схватил кипригель и взмахнул им в направлении архиепископа шести путей. Затем, взмахнув крыльями, он исчез в раскате грома. Не в силах обратить внимание на то, что делал Хань Ли, старый дьявол увидел, как угольно-черный нож замер на мгновение и с легкостью пробил его защитный барьер. В этот момент он издал оглушительный крик. Его фигура размылась, и из нижней части его груди внезапно вырвалась полоска черного света, заблокировав клинок. После этого его тело превратилось в 2 копии самого себя и разлетелось в разные стороны. Глава 1218. Битва у Дворца Звезд. Часть 14. Когда архиепископ шести путей разделился на 2 части, двуглавый змей выплюнул поток угольно-черной жидкости, создав токсичный туман, окутавший все в радиусе 30 метрах под собой. Взрывы не прекращались. Черный свет и нож столкнулись, вспыхнув шаром ослепительного черного света. Неизвестно, какое сокровище выпустил архиепископ шести путей, но ему удалось заблокировать кинжал из кристалла дьявольской эссенции. Во вспышке серебряного света марионетка странным образом появилась в исходном положении старого дьявола. Бурлящий ядовитый туман полностью окутал ее. Вслед за этим двуглавая змея качнула головой и нырнула к марионетке. Но в следующий момент над головой змей появился серебряный лотос.
Он был размером в несколько футов и ярко светился буддийским радужным светом. Буддийский свет захватил змея, в результате чего его движения замедлились. Только пара его зеленых глаз сохранила возможность двигаться. Сразу после этого две серебряные нити быстро пронзили зеленый туман и обвились вокруг двух голов змея, начисто отрубив их. В следующее мгновение из бурлящего тумана, без вреда для себя, вылетела человекоподобная марионетка. По правде говоря, змей на самом деле был исключительным зверем. Его токсичный туман был на одном уровне с 10 абсолютными ядами мира культивации. Обычные культиваторы погибали лишь от одного соприкосновения с ним. Но это была не самая порочная черта яда. Яд был способен проникать в большинство элементных барьеров без каких-либо предупреждений или ощущений. Любого культиватора зарождающейся души, незащищенного от яда, ждал печальный конец. По этой причине старый дьявол сложил много сил в культивацию этого зверя. Вопреки его ожиданиям, марионетка не обладала плотью, что делало яд неэффективным, независимо от его силы, и позволило с легкостью убить змея. У одного из фантомов архиепископа Шести Путей была ментальная связь с черным змеем. Почувствовав, что змей умер, на его лице отразился страх. Не поворачиваясь, он указал на костяной флаг, а затем бросился бежать изо всех сил. Флаг дрогнул и вспыхнул ярким черным светом, словно собираясь подняться в небо. В этот момент над призраком вспыхнула дуга лазурной молнии, и появился Ханьли. Глядя вниз своими глазами духовного прозрения, Ханьли махнул рукой, создавая сеть молний под ним. Затем он вызвал маленький лазурный котел и по взмаху другой руки выпустил из него бесчисленное количество лазурных нитей. Хотя у старого дьявола была чудесная техника создания двойников, в которой даже не чувствовались различия в их духовном чутье, своими глазами духовного прозрения Ханьли был способен видеть сквозь них и мгновенно распознавать мелкие различия, а также настоящего архиепископа Шести Путей. Оба фантома громко закричали с дрожащими плечами, увидев, что Ханьли начал атаку. Атака произошла прямо перед одним из призраков в одно мгновение. В этот момент призрак выглядел намного более тусклым и расплывчатым, чем мгновение назад. Настоящий архиепископ Шести Путей взмахнул рукавом и вызвал синий нефритовый зонт над головой. Зонт мгновенно увеличился в несколько раз, полностью защитив старого дьявола сверху. С грохотом лазурные нити врезались в фантом архиепископа Шести Путей. Зонт смог их блокировать всего на секунду, прежде чем лазурные нити пронзили его насквозь. За этим последовало две вспышки золотой молнии, мгновенно уничтожив призрака. Вскоре молния и нити слились воедино в ослепительной вспышке и атаковали зонтик сверху. После яркого светового шторма зонт остался невредимым и не сдвинулся с места. При виде этого Ханьли изменился в лице и вытянул руку, призвав в руки золотой меч длиной в метр. Вскоре крылья на его спине дрогнули и нырнули вниз, исчезнув в белой линии. Старый дьявол быстро среагировал и попытался увернуться. Но прежде чем он смог действовать, золотой свет вспыхнул на поверхности зонта. С треском в центре зонта появилась огромная прореха. «А!» — закричал старый дьявол. Он сразу же окружил себя черным светом и попытался сбежать. Но как только он взлетел, пространство перед ним искривилось, и появилась белая нить, обвив вокруг старого дьявола, как молния. От невозможности побега по спине старого дьявола побежал холодок. В одно мгновение бледно-фиолетовое пламя прорвалось сквозь его барьер дьявольской ци и пронзило его сзади. Доспехи сокровищ на его теле не смогли ни в малейшей степени блокировать атаку. Помимо острой боли, старик услышал только слабый вздох позади себя. Затем он посмотрел вниз и увидел ладонь фиолетового пламени, которая мгновенно распространялась вокруг него. В мгновение пламя покрыло большую часть его тела и запечатало его во льду. Несмотря на то, что его лицо было покрыто льдом, оно скривилось в гримасе со стиснутыми зубами. Раздался приглушенный гул. Нижняя половина его тела, которая еще не застыла, внезапно взорвалась. Когда облако крови и плоти окропило воздух, вспыхнул багровый свет. Кровь воспламенилась и напала на Ханьли. В этот же момент из трупа вырвался шар зеленого света, который телепортировался на расстояние более 100 метров. Зеленый свет обволакивал угольно-черную зарождающуюся душу, в руках которой была зеленая нефритовая бутылка. Ханьли взмахнул рукавом и выпустил поток пурпурного пламени, быстро погасив дьявольское пламя. Однако он не предпринял никаких дальнейших действий, чтобы преследовать старого дьявола. От спокойного поведения Ханьли зарождающаяся душа старика запаниковала еще больше. Несколько раз мелькнув из поля зрения, зарождающаяся душа появилась за сотни метров и обернулась, ошеломленная, увидев, что Ханьли остался совершенно неподвижным. Она невольно остановилась.
В этот момент над зарождающейся душой вспыхнул воздух, за которым последовало безмолвное появление абсолютно черного ножа. Только когда нож оказался прямо над головой, зарождающаяся душа обнаружила его. К тому времени было уже слишком поздно. Черная полоска света вспыхнула, и зарождающаяся душа была разделена на две части. Затем с ярким серебряным блеском Хань Ли не спеша приблизился к нему. Когда человекоподобная марионетка избавилась от двуглавой змеи, Хань Ли оставил ее рядом. Затем, по его приказу, она перехватила побег зарождающейся души. После этого произошло нечто неожиданное. Разделившись на две части, зарождающаяся душа не исчезла. Вместо этого она превратилась в облака бурлящей черной ци, разделившись на 6 частей, которые в следующее мгновение метнулись в разных направлениях. Марионетка была встревожена и тут же щелкнула пальцами. Внезапно раздался гром, и дюжина мелких дуг молнии быстро атаковали черную ци. За глухими раскатами грома последовала серия золотых взрывов. Черная ци испарилась. Дьявольский культиватор, который внушал ужас всей области моря рассеянных звезд в течение сотен лет, встретил свой конец. Человеческая марионетка взглянула на взрывы. Убедившись, что остатков зарождающейся души больше нет, она быстро протянула руку и призвала маленькую бутылочку в свои объятия. Однако она не стала сразу же открывать бутылку, а медленно полетела к Хань Ли. Старому дьяволу действительно не повезло. Секретная техника превращения зарождающейся души в призрака была невероятно редкой. Сражаясь против обычного культиватора, один из призраков, сформировавшихся из зарождающейся души, возможно, смог бы убежать, что позволило бы ему вернуться снова. Но так случилось, что Хань Ли однажды встречал такую технику во время своего пребывания в долине Мауланей и был готов к такому развитию событий. Поэтому человекоподобная марионетка использовала божественную дьявольскую молнию из бамбуковой стрелы, чтобы уничтожить все фрагменты призрака. Если бы марионетка замешкалась хоть на секунду, все было бы очень хлопотно. Если бы фрагмент призрака успел спрятаться, его было бы невероятно трудно найти. Человекоподобная марионетка, подлетев к Хань Ли, бросила ему зеленую бутылку. Хань Ли поймал ее и, мельком взглянув на нее, на его лице появилось волнение. Но прежде чем он открыл бутылку, вдали послышались призрачные вопли. Хань Ли поднял голову и посмотрел на несокрушимых чавкающих демонов. Без приказов старого дьявола мощь костяного флага значительно уменьшилась, что позволило чавкающим демонам вернуть себе преимущество. Однако 3 черепа, встроенные в флаг, не были обычными культиваторами. Хотя они не могли сравниться с чавкающими демонами, их отчаянный пылающий гнев выглядел исключительно жестоким. При виде этого Хань Ли нахмурился и отдал приказ чавкающим демонам, сделав жест заклинания. Внезапно 3 несокрушимых чавкающих демонов вернулись к своей первоначальной форме скелета. 2 демона, сражавшиеся с водяным драконом, также удалились. Прежде чем водяном драконов и 3 черепа знамени смогли возобновить свою атаку, чавкающие демоны сделали жест заклинания и открыли рты. 5 разноцветных ледяных огней вырвались из их рта и слились воедино, создавая поток радужного пламени. Водяной дракон из черной ци первым встретил пламя, и результат был ожидаемым. Под радужным пламенем движения черного дракона замедлились. В мгновение ока его движения постепенно стали все более вялыми, пока он не стал практически неподвижным. Чавкающие демоны протяжно засвистели. Внезапно из разноцветного ледяного пламени вырвался бесчисленный поток клинков, мгновенно уничтожив водяного дракона, пока он не сгорел дотла. Глава 1219. Объединение 5 элементов. 3 черепов ждала еще более худшая участь, чем дракона. Черная ци черепа, коснувшись радужного пламени, замедлилась и вскоре была стерта пламенем. Когда черепа увидели, как пламя медленно приближалось к ним, в их глазах появился след страха, и их призрачные вопли стали еще громче. Глядя на это, чавкающие демоны, хихикнув, вскоре перестали выплевывать ледяной огонь изо рта, вместо этого внезапно превратившись в 5 серых полос в море пламени. В следующий момент, когда радужное пламя почти достигло вершины костяного флага, где находились 3 черепа, 5 облаков серой ци вылетели из пламени и приняли форму злобных призрачных голов. Они обнажили свои клыки и ринулись к черепам, не используя никаких способностей. Хрясь! 5 призрачных голов яростно укусили 3 черепа. Конечно, 3 черепа не собирались ждать и смотреть, как их сожрут. Они укусили чавкающих демонов в ответ. С яростными криками и воплями призрачные головы и черепа стали рвать друг друга зубами. Из-за огромного количества черной ци, которую они ранее выпустили, жизнеспособность 3 черепов была истощена. И их положение было еще хуже, поскольку они были в меньшинстве.
В мгновение Ак-2 из 3 черепов были разорваны 4 призрачными головами и проглочены целиком. Последнему черепу потребовались все силы, чтобы отогнать 5-ю призрачную голову. При виде этого на лице Хань Ли отразилось довольное выражение. Тем временем из маленького котла в его руках послышался тихий вздох. «Что? У господина даосиста бесконечного небесного зверя есть предложение по поводу моего радужного ледяного пламени. Не могу в это поверить. Но твое радужное ледяное пламя напоминает мне о нескольких техниках 5-элементного типа из мира духов. В момент использования эти техники делятся на 5 цветов, как твое ледяное пламя. Однако твое ледяное пламя невероятно холодное. Если твой противник примет твое ледяное пламя за элементную технику, он сильно пострадает». Во вспышке лазурного света из небесного котла появился мальчик. У него были красные губы, белые зубы и пара пухлых белых ножек. Он говорил неторопливо, глядя в сторону чевкающих демонов. «Элементная техника?» — спросил Хань Ли. «Верно», — улыбнулся мальчик. «С тех пор, как я прибыл в мир смертных, я обнаружил, что есть немного культиваторов, кто изучают несколько элементов, большинство изучают один. Хе-хе, если кто-то из этих людей вознесется в мир духов, боюсь, что у них нет ни шанса, чтобы подняться на стадию пространственного закаливания». «Что ты имеешь в виду?» — удивленно спросил Хань Ли. «Ничего особенного. Пока еще рано говорить с тобой о стадии пространственного закаливания. Однако я упомяну о том, что критической точкой восхождения на стадию пространственного закаливания является объединение 5 элементов в один. Если тебе удастся подняться до стадии божественной трансформации, тебе будет лучше в первую очередь культивировать как можно больше из 5 элементов. Отдельные элементы, такие как ветер и молния, слишком трудно объединить. Принимая во внимание 5 элементов в качестве приоритета, у тебя будет больше шансов пробиться к стадии пространственной закалки. Конечно, техники культивации с несколькими элементами гораздо сложнее культивировать, чем обычные техники. Скорость, с которой накапливается магическая сила, также будет ниже, чем у техники с одним элементом. Если ты не возлагаешь больших надежд на достижение стадии пространственного закаливания, будет лучше, если ты будешь культивировать один элемент. С увеличением скорости, с которой ты будешь получать магическую силу от одного элемента, тебе будет легче пережить незначительные небесные трибуляции, которые происходят каждые 300 лет. Хань Ли был ошеломлен этими словами. Через некоторое время он в конце концов заставил себя сказать «объединение 5 элементов в один». Это будет довольно хлопотно. Искусство меча лазурной эссенции — древесная техника. Что касается элементных техник ветра и молнии, то с ними все понятно. В конце концов, они являются вариантами элементов, которые формируются путем объединения других. Но разве я не должен культивировать техники, которые соответствуют духовным корням моего тела? Неужели небесные духовные корни — обычное дело в мире духов? И что это за незначительная небесная трибуляция, о которой ты упомянул? Люди в мире духов проходят ту же скорбь, что и метаморфизированные демонические животные. Мальчик загадочно улыбнулся и сказал: «Не ожидал, что несколько моих слов вызовут столько вопросов. В этом случае я должен прояснить тебе кое-что. Небесные духовные корни также необычайно редки в нашем мире духов, как и мире смертных. Полномочия и секты всех размеров делают все возможное, чтобы привлечь таких учеников. В конце концов, те, у кого есть элементные духовные корни, будут испытывать трудности при прохождении стадии пространственного закалки. И хотя небесные духовные корни, возможно, гораздо сложнее культивировать, но культиваторы стадии пространственного закаливания, которые обладают ими, являются гегемонами и лидерами сект. Когда культиваторы с небесными духовными корнями прорываются к стадии пространственного закаливания, большинство из них культивируют технику с 2 или более атрибутами. Что касается проблемы с количеством духовных корней человека, то все решается довольно просто. Люди в мире духов изобрели технику с использованием определенных демонических животных, чтобы восполнить недостаток духовных корней. Эта техника ядерных духовных корней несколько уступает подлинным духовным корням, зато нет никаких проблем в культивации техник других элементов. Конечно, основную технику культивации духовных корней можно использовать только с уже существующими духовными корнями. Смертные не могут их использовать. Фактически, в прошлом была техника, которая использовала магические инструменты и сокровища в качестве замены духовных корней. Однако эта техника невероятно опасна и крайне медленна, поэтому она практически никем не используется. Есть культиваторы с 3 или 4 элементными духовными корнями, которым удалось прорваться к стадии пространственного закаливания, но все они обладают невероятной настойчивостью. Их нельзя сравнивать с обычными культиваторами, ха-ха. Так называемая незначительная небесная трибуляция
это то, через что неоднократно проходят все культиваторы высшей стадии формирования ядра. Мальчик, немного помедлив, продолжил. В низшем мире культиваторы зарождающейся души и божественной трансформации испытывают трибуляцию каждые 300 лет, которая получила название незначительная небесная трибуляция. В среднем мире культиваторы стадии пространственного закаливания и великого вознесения испытывают грандиозные трибуляции каждые 3000 лет. Что касается культиваторов на самой последней стадии, которые вознеслись в истинный бессмертный мир, они испытывают бессмертную трибуляцию. Обычно, если твоя культивация больше не прогрессирует, следующая трибуляция становится гораздо более сильной, чем предыдущая. Кроме того, возросшее изобилие духовной ци в мире духов приводит к более высоким скоростям культивации, но как только человек конденсирует зарождающуюся душу, начинается гонка со временем. Каждый год многие известные культиваторы умирают от скорби. Господин даосист Хань не должен думать, что у тебя не возникнет проблем после стадии пространственного закаливания. Хотя эти техники культивации технически имеют неограниченную продолжительность жизни при условии достаточно мирской эссенции, их жизнь не такая мирная или долгая. Как только ты вознесешься в мир духов, смерть от небесных трибуляций остается лишь вопросом времени. Сказав это, выражение на лице мальчика стало угрюмым, а взгляд наполнился страхом. На лице Хань Ли тоже появилось серьезное выражение. Хотя мальчик сказал не так много, его слова ясно показывали, что мир духов не был раем. Но когда Хань Ли услышал, что у культиваторов стадии пространственного закаливания была неограниченная продолжительность жизни, он пришел в восторг. Хотя он уже прочитал несколько записей, в которых упоминается неограниченная продолжительность жизни культиватора стадии пространственного закаливания, теперь он обладал более полной картиной. Судя по тону ребенка, безграничная продолжительность жизни могла быть достигнута только после того, как он вознесся в царство духов. Даже если ему удастся достигнуть стадии пространственного закаливания в мире смертных, мирской эссенции будет недостаточно, чтобы поддерживать его продолжительность жизни. На стадии божественной трансформации человек может соединиться с мирской эссенцией. Их продолжительность не будет ограничена 2000 лет, как только они войдут в мир духов. Неудивительно, почему эти эксцентрики божественной трансформации так отчаянно пытались найти способ вознестись в мир духов. Что касается упомянутых им трибуляций, Хань Ли был несколько насторожен этим, но не стал принимать их слишком близко к сердцу. Ему еще слишком рано было думать об этом. После того, как Хань Ли задал еще несколько вопросов, касающихся основных духовных корней и элементных духовных корней, он в конце концов замолчал, а его глаза замерцали в глубокой задумчивости. Через мгновение Хань Ли стал вертеть зеленую бутылку в руках и стащил с нее крышку. Крышка слетела с бутылки во вспышке лазурного света и оглушительным грохотом. В следующий момент он обнаружил, что в ней абсолютно ничего не было. К его удивлению, когда он думал о том, что делать дальше, как из бутылки внезапно вспыхнул зеленый свет и улетел. Хотя Хань Ли не был готов к этому, он не собирался позволять зеленому свету сбежать. Холодно фыркнув, он вытянул вперед руку. Над зеленым светом появилась большая лазурная рука и соскользнула вниз, чтобы схватить его. Убегающий зеленый свет, казалось, уже ослаб. Хотя он бежал на предельной скорости, большая рука с легкостью схватила его в воздухе. В мерцающем зеленом свете можно было разглядеть мутное проявление зарождающейся души женщины. Хань Ли, глядя на нее, невольно погладил себя по подбородку. Он уставился на зарождающуюся душу и медленно спросил: «Кто ты, уважаемая? Почему архиепископ Шести Путей держал тебя в ловушке внутри этой бутылки? Кто ты? Где этот старый дьявол?» Хотя зарождающаяся душа была в ловушке, тон ее голоса был довольно смелым. Обратившись лицом к зарождающейся душе, Хань Ли просто улыбнулся и лениво ответил: «И если ты хочешь с ним встретиться, боюсь, ты будешь разочарована. Я уже отправил его в подземный мир». «Что? Ты убил этого старого дьявола? Как это возможно?» «Ох!» Ты, зарождающаяся душа, дрожала, а в ее голосе звучало неверие. Глава 1220. Разрушение формации. «Ты меня знаешь?» — удивленно спросил Хань Ли. Хотя он знал многих культиваторов, он не знал никого на стадии зарождающейся души, кроме Лин Юйлинь. После долгой паузы зарождающаяся душа в конце концов заговорила странным тоном: «Ты, Хань Ли. Я видела тебя однажды, когда открывался зал небесной пустоты. Затем я слышала, что ты заполучил небесный котел. Я не ожидала, что ты смог избежать преследования этих старых эксцентриков и достичь культивации такого уровня». Когда он услышал, как она упомянула зал небесной пустоты, он вспомнил, где слышал ее голос раньше. В его голове вспыхнула вспышка осознания, и он с сомнением спросил: «Ты, леди Вэнь?»
Не ожидала, что ты вспомнишь меня». Она глубоко вздохнула. Когда она подтвердила свою личность, на лице Хань Ли появилось удивленное выражение. Эта зарождающаяся душа принадлежала женщине по имени Леди Вэнь, которую он первый раз видел в зале Небесной пустоты. Хотя ее культивация в то время уже была значительной, она, должно быть, приобрела немало лекарственных таблеток в зале Небесной пустоты и добилась большого прогресса. Он также вспомнил, какие у нее были отношения с архиепископом Шести Путей. «Если я правильно помню, ты была его компаньоном, да?» Леди Вэнь с негодованием фыркнула и нерешительно спросила: «Его компаньоном, да? Ты когда-нибудь видел, чтобы кто-то запечатывал зарождающуюся душу своего компаньона, да, в магическом сокровище? Но что еще более важно, ты действительно убил этого негодяя архиепископа Шесть Путей». Хань Ли улыбнулся и молча указал пальцем. После короткой паузы глаза леди Вэнь следовали туда, куда он указывал. Неподалеку была глыба фиолетового льда, в которой был запечатан разрушенный труп. Изначально он принадлежал архиепископу Шести Путей. Затем лазурная рука, держащая леди Вэнь, сверкнула и исчезла без следа. Зарождающаяся душа леди Вэнь теперь была свободна. Вернув себе свободу, леди Вэнь быстро вырвалась вперед и, сделав несколько кругов вокруг трупа, рассеялась леденящим душу смехом. «Это действительно тот старый негодяй. Каким бы ты ни был интриганом, не ожидала, что ты умрёшь первым». Хань Ли нахмурился. Хотя он не знал, что произошло между архиепископом Шести Путей и леди Вэнь, ему это было совершенно неинтересно. Вскоре он начал обдумывать, что ему делать дальше. Смех зарождающейся души в конце концов прекратился, и она оглянулась и увидела Хань Ли с задумчивым выражением лица. «Нет необходимости, чтобы даосист Хань беспокоился обо мне. Я была в этом магическом сокровище так долго, что ослабел до такой степени, что уже не могу овладеть телом. Моей зарождающейся душе придется немедленно рассеяться, чтобы получить шанс на реинкарнацию. Я искренне благодарна господину даосисту Ханю за то, что он уничтожил моего врага, но с моими нынешними способностями у меня нет возможности отплатить тебе за это. Я могу только надеяться отплатить тебе в моей следующей жизни». С этими словами она резко хлопнула себя по макушке. Ослепляющий красный свет полностью покрыл зарождающуюся душу. Постепенно она стала рассеиваться дюйм за дюймом, пока вовсе не исчезла. Хань Ли был в шоке. Он не думал, что леди Вэнь будет настолько решительной, что покончит с собой, не сказав ему ни слова. Неужели произошло что-то настолько катастрофическое, что она решила сохранить этот секрет в могиле? Но даже если она не захотела рассказывать ему, что случилось, он мог представить. Хотя он был несколько омрачен тем, что случилось, так было лучше. Было бы сложно понять, что с ней делать. Хань Ли покачал головой и вздохнул. Он поднял руку и призвал зеленую бутылку обратно в свои руки, а затем убрал ее в сумку для хранения. Затем он выпустил из руки дугу золотой молнии и растопил фиолетовый лед и остаток трупа архиепископа Шести Путей, превратив его в блестящие пятнышки. Что касается его сумки для хранения, Хань Ли просто присвоил ее себе. Он быстро просмотрел ее содержимое и обнаружил, что большинство этих вещей не привлекло его внимания с его нынешним уровнем культивации, несмотря на то, что среди них было много сокровищ. Но было также несколько нефритовых пластинок с техниками дьявольского да, которые заинтересовали его. Жаль, что у него не было времени посмотреть на них. После всего этого Хань Ли приманил свою марионетку и направился прямо к костяному флагу. Кукла размылась и странным образом исчезла. Когда он добрался до костяного флага, 5 призрачных голов аккуратно сожрали черепа и почти полностью сожрали сам флаг. Появившись перед ним, Хань Ли покачал головой. Хотя костяной флаг было довольно известным, он обладал слишком большим количеством злобной ци и не подходило для него. Поэтому он не пытался их остановить. Через мгновение чавкающие демоны закончили поедать флаг и радостно зарычали, словно демонстрируя свою радость. Дьявольская ци, что они ранее излучали, выглядела более концентрированной, чем раньше. При виде этого выражения Хань Ли осталось неизменным. Он ждал, пока они прекратят смеяться, а потом махнул им рукой. Несмотря на то, что чавкающие демоны не очень хотели ему подчиняться, они не осмеливались его ослушаться и послушно прибыли к Хань Ли, испытав боль от ограничений Хань Ли несколько раз прежде. Вместо того, чтобы убрать их, он спокойно полетел обратно в направлении небесного звездного города, а демоны последовали за ним. Битва между ним и старым дьяволом длилась недолго. Он победил его за промежуток времени, за который можно было закончить обед. Если город пал за это время, Хань Ли бы просто развернулся и покинул это место, не заботясь ни о чем другом. Можно было сказать, что город был недостоин его помощи, к счастью, этого не произошло.
К тому времени, когда Хань Ли прибыл к ядру формации небесного огненного ветра с чевкающими демона, битва между Дворцом звезд и коалицией звездопада велась еще с большой интенсивностью. По правде говоря, у коалиции звездопада было небольшое превосходство. Это было потому, что дьявольские близнецы были по-настоящему грозными. Когда синяя дьявольская ци и розовый ароматный туман распространились, это оттеснило культиваторов Дворца звезд. Два первых старейшины коалиции звездопада явно превосходили старика Чжао и крупного человека в пурпурной одежде. Они едва могли сдерживать их, не говоря уже о том, чтобы иметь дело с близнецами Лань. С другой стороны, низкоранговые культиваторы сразу же погибали от контакта с синей ци или падали замертво, словно пьяные, при соприкосновении с розовым туманом. В результате эти дьявольские близнецы Лань безудержно сеяли хаос и отчаяние. В таком бурном сражении тихое возвращение Хань Ли не привлекло никого внимания. Хань Ли сначала взглянул на огромную колонну огня, а затем взглянул на дьявольских близнецов. Он ухмыльнулся, и на его лице появилось свирепое выражение. Он молча указал на дьявольских близнецов Лань. Черные демоны рядом с ним взревели протяжным криком и вскоре бросились к ним в виде 5 полосок серой ци. Затем Хань Ли похлопал по сумке для хранения духовных зверей и выпустил шар золотых насекомых. Хань Ли поднял руку и тихо вскрикнул. Рой насекомых громко загудел и с треском превратился в дюжину облаков меньшего размера, а затем рассеялся. Закончив с этими приготовлениями, Хань Ли взмахнул крыльями за спиной и исчез в порыве ветра. Хотя культиваторы зарождающейся души коалиции звездопада сражались вдали от ядра формации, над ней все равно было несколько культиваторов в стадии формирования ядра. Это должно было помешать культиваторам Дворца звезд разрушить ядро формации какой-нибудь внезапной атакой. Охранники перешептывались между собой, выражая свое восхищение тем, что у коалиции звездопада было небольшое преимущество в битве. Один из них повернулся, чтобы поговорить с другим культиватором, а затем они увидели нечто, от чего их лицах стали совершенно бескровными. Когда другие охранники увидели это, они испуганно обернулись и тут же закричали. В 30 метрах в воздухе позади них молча плыл юноша. Руки его были скрещены, а на его лице была загадочная улыбка. Этот юноша был тем же великим культиватором, который покинул битву с лидером их альянса. Как он мог быть здесь? Эти культиваторы формирования ядра внезапно почувствовали, как у них по спине пробежал холодок. Прежде чем они успели даже подумать о том, чтобы бежать или звать на помощь, Хань Ли внезапно изменился в лице и несколько раз щелкнул рукой. Внезапно золотые мечи пронзили их. Многие культиваторы ядра формирования дрожали от страха, и каждый из теперь пытался бежать. Но несколько мгновений спустя полосы мечей пролетели мимо них, и стражники попадали, пронзенные этими мечами. Некоторым удалось активировать свои магические сокровища, но они быстро взорвались, и их владельцы упали без сопротивления. Мечи Цихань Ли из облачных бамбуковых мечей были невероятно острыми и могли даже конкурировать с силой даже высокорангового магического сокровища. Даже культиваторы зарождающейся души не посмели бы случайно попасть под их атаку, не говоря уже о пустяковых культиваторах стадии формирования ядра. На одном дыхании культиваторы формирования ядра были подавлены. Хань Ли, сохраняя спокойное выражение лица, равнодушно посмотрел на гигантскую колонну перед ним. Затем, взмахнув рукавом, раздался легкий звон. Несколько маленьких золотых мечей выскочили из его рукава, словно стая рыб, и слились воедино, превратившись в огромный клинок. Во вспышке золотого света над колонной появился золотой меч длиной 10 метров.